Смотрите картину. Гуляют птички, просто сидит чувак, и на него сел попугай. Это не его попугай, он просто летел мимо, присел и сидит, отдыхает. Народ ходит, смотрит, думает, что это его, а это не его попугай, он сам в шоке вообще. Так вот здесь народ отдыхает, тут высотки, там Сиднеевская опера. Мы сейчас на катамаране поплывем. Много направлений, но мы просто в первое попавшееся взяли, в ту сторону хотим. Вот мы и проплываем Сиднейскую оперу знаменитую. Выглядит, конечно, она красиво, особенно сдалека. Осилю только одну сторону, сейчас буду в другую сторону выходить, потому что сейчас будет темнеть, время 3:30, хочу еще в парк сходить. Эта поездка стоила $6.43, $6. Можно было еще в другую сторону уехать, я не знаю, как там считают, наверное, по времени, потому что у них каждая остановка время отсчитывает, скорее всего так. За $6.43 считаю, что очень удачная поездка, чисто как экскурсия, прокатиться, посмотреть очень круто. Поэтому за 6, как общественный транспорт, прям топ, рекомендую. Еще Австралия славится тем, что в ней очень мало преступности. Вы можете посмотреть велик, стоит, ничем не привязан. Он стоит уже очень много лет, наверное, просто весь заржавел. Понятно, что здесь соленая вода, но вот он стоит, никому не нужен. На него, в принципе, можно сейчас сесть и поехать, но никому это не надо, потому что это чужая вещь, и ее тут просто не возьмут. Ну и в завершении дня решил посетить ботанический сад Гарден. Так вот он выглядит, мы только зашли посреди высоток. Ну, почти. Знаю, что, по-моему, в Нью-Йорке, если не ошибаюсь, есть такой же парк большой, и там прям вообще круто тоже. Туда тоже надо обязательно попасть. Мы попали в отдел кактусов. Есть спецы по кактусам. О, смотрите, кого я обнаружил. Вон там паук висит. И вот здесь висит паук. Как думаете, если он меня укусит, я стану Человеком-пауком? Кстати, у него паутина какая-то квадратная, еще потрогаем его немножко. Пауков здесь очень много, вон еще один. Там еще наверху побольше. В общем, они здесь обитают, не будем их беспокоить. Еще хотел поснять Альтезу. Здесь таких очень много. Именно Lexus, именно праворукий из 300. Здесь их прям очень много, это популярная машина на самом деле. А у нас типа Lexus праворукий, это такое. Вот можете видеть правый руль. Так, подсниму немножко кожаный салон. Видно, что есть какая-то семья. Состояние машины, ну, можно тоже видеть и оценить, что очень хорошее. Надо посмотреть, кстати, сколько у них стоит Альтеза. Хочу посмотреть вообще цены на машины. Car Sales у них называется сайт. Люк есть, тормоза стоковые. Блин, прикольно, машинка выглядит в очень хорошем состоянии. Вообще не гнилая, потому что у нас есть проблема. Московские тачки все гнилые, приморские тачки тоже гнилые. Здесь вот пацаны ловят рыбу. Можно посмотреть, что вода просто прозрачная, хотя стоят яхты. У нас на Зминке раньше тоже ловили, но потом что-то там заправочную станцию открыли и больше там никто ничего не ловил. Они, кстати, прямо тут в заливе ловят. Можно посмотреть, постоять. Вот возвращаюсь домой, тут паренек поет. Я живу в китайском районе, напомню, поэтому здесь вот такие всякие азиатские темы, это норм. Здесь вот магазики пошли. На улице темень, как будто час ночи, но на самом деле сейчас время часов 8. Очень много бегунов бегает. Такой вид на оперу. И там в небе кто-то нарисовал сердечко и что-то еще написал. Скорее всего, они наверху сейчас стоят и как раз им это пишут. Ему 19, он играет 9 лет. Такое ощущение, что он под фанеру играет 9 лет. Блин, тут, короче, так круто. Хотел бы жить вот в 256-м доме. Так, вышел через дорожку.
прогулялся. А тут у тебя вот океан. Такой вид. Ветра нету, все тихо, спокойно. Очень круто, как в фильмах, реально. Не знаю, сколько раз я в этом влоге сказал очень круто, но думаю, что много. Поэтому сорян за тавтологию. Но если здесь реально круто, что я могу сделать? Стая попугаев полетели. Мы наблюдаем такие красоты местные. Короче, издевается над ними как хочет. Он им макароны дает, чтобы сбивать их. Короче, как обычно, там клоунаду устраивают, ну, развлекают народ, народа много. Еще затестил, кстати, Red Bull здесь местный. Не скажу, что он вкусный какой-то, он такой полуприторный, непонятный. В общем, за Red Bull здесь точно минус. Короче, здесь в китайском райончике продают, как у нас в переходе, кексы лава, типа того. И зацените очередь. Она аж вон там заканчивается. И это я шел где-то час назад, очередь была еще больше, и сейчас она чуть стала меньше, но потому что уже вечереет, народ заходит в кексов. Жесть просто. Есть вот такие жорики в колготках. Непонятно, что они тут ходят в этих колготках. Какая-то вечеринка, наверное, тематическая. Либо они просто въебатые. Так по улице, в принципе, ходишь, все освещаемо. Никаких темных райончиков таких нету, жестких. Сейчас я нахожусь в Пекине, в аэропорту, самом крупном, типа, в мире считается. Иду вот по коридору в гостиницу и просто воняет куревом. Воняет, ну, знаете, когда курят на втором этаже, а вы на четвертом стоите. Это здесь не курят. Здесь такой воздух на улице, что просто нереально. Такая у меня гостиница, Мумия называется. Красивый вход. Все дела. Так, быстренький облет. Заходим в дом. И сейчас смотрите. Оп, я захожу. Все, меня начинают встречать. Ну, давай. Раньше это срабатывало. Короче, здесь умный дом. А, ну вот, он сработал. Оно все включает везде свет автоматически. Включается телевизор. Сейчас там будут что-то песни петь. Очень удобная система. Можно, короче, выключать свет. Вообще весь можно выключить. Включить. Также здесь есть открывание шторы. Еще всякая фигня. Такой номер стоит 900 юаней. Примерно курс там 11-14 рублей. У меня включение с катодрома Змеинки. Сегодня мы будем расширять верхний техпарк GCB-хой, красить разметку и, в общем, заниматься всем тем, что нам нужно. По треку есть моментики. Сейчас там пацаны косят траву для прохода. Там сейчас разметку делают. А здесь по правой стороне GCB будет расширять верхний техпарк по чуть-чуть. Тут тоже ребята откликнулись помочь нам в инстаграме, за что им отдельная благодарочка. Так, у меня сейчас идет сборка головы под альтезовский мотор, который потом перейдет в Сильвию. Эту голову делал я давно на тещином языке. Это третья голова, которую я сделал. Первую сделали плохо, переделали, перемывал. Вторую сделали хорошо, мне понравилось. И сейчас вот эта третья голова. В целом мусора не особо много было, но не понравилось одно, что колпачки Power Division стоят поверх как будто старых. Я сейчас покажу. Сейчас пинцетом буду здесь доставать мусор, который остался под колпачками. И покажу. Скорее всего, пацаны не доработали, как обычно, поэтому приходится перепроверять. Здесь можно видеть под колпачком, что есть какая-то грязь. Это от старого маслосъемного колпачка. Под новым колпачком уже все это дело осталось. Оно прямо по кругу там болтается. Колпачок не хочу снимать, потому что можно повредить при съеме. Поэтому буду сейчас вот так пытаться как-нибудь тут светить себе и доставать. Вот я просто достал вот это колечко на видео, которое я сейчас приложу. Это старый маслосъемный колпачок, с него кусочек. Просто это все находилось вон там. Какой шанс, что оно отвалится и попадет куда-нибудь, куда не нужно? Очень большой. Снимать сейчас колпачки, перепроверять не имею никакого желания. Сейчас все посмотрю визуально, насколько это возможно. Ну и буду собирать. В итоге достал 3 колечка. Это только выпускной ряд я посмотрел. Сейчас еще впускной надо внимательно посмотреть. Просто не везде ровная фрезеровка. И в какие-то места я даже пинцетом подлезть не могу. Распредвалы еще надо помыть. Все вот эти запчасти. И потом уже можно будет эту всю голову накрывать блок, который стоит здесь собранный. Прокладка, соответственно, новая. Всегда использую новые прокладки, бэушные прокладки не ставлю. Следующий день на Змеинке, после того, как мы все покрасили. Нахожусь в верхнем техпарке. Посмотрите, какую нам здесь красоту сделал Жека на GCB-хе. Человек отозвался в ADC, списались, приехал на своей технике, сделал нам вообще рэп. Смотрите, как здесь все красиво. Можно теперь парковать больше машин. Здесь тоже все подрастолкал.
все сделал. Ну, очень много места на самом деле освободилось. Просто кусты были, и люди сюда не вставали. Только вот эта полоса была, получается. Сейчас здесь прям можно много машин поставить. Это очень сильно радует, потому что очень много гонщиков, очень много техничек. Даже несмотря на то, что мы подняли цену для зрителей, они все равно едут, все равно паркуются и хотят смотреть. Здесь вот такой заезд пошире теперь стал. Ну и многие зрители не хотят наверх ехать, потому что низкие машины и так далее. Я их понимаю прекрасно, но, к сожалению, мы должны сделать сначала для дрифтеров условия, а потом уже условия для зрителей, потому что дрифтеры показывают шоу. Также еще GCB нам подровняла зоны вылета, можно видеть, все ровненькое стало, ну и там. Ну и, конечно же, разметка. Нельзя не заметить, что вся разметка обновлена. Уже следующий заход. Покосим траву, и 11 числа у нас будет первый этап IDC. Посмотрим, как он будет проводиться. Пока ничего не знаю, прогнозов никаких не ставлю. В эти выходные у нас будет Мацури. Погода, конечно, такая себе. Вроде как даже дождик будет, но будем все равно проводить. У меня полным ходом идет сборка головы для мотора Вольтезу. Первый GZ, напоминаю, разобрал, помыл. Показывал, что достал из-под маслосъемных колпачков всякую грязь. Все отмыл. Вот смотрите, какой бензин стал по цвету. Это я помыл в нем все пружинки, все тарелочки. Ну, все, что можно было. Клапана помыл. Все болты, все крышки. Просто замочил, помыл. Еще вот эти вот колпачки не мыл. Они вообще разборные, их можно разобрать, помыть, если вы их не разбирали. Вот. После этого бензин еще чернее будет, но я сейчас уже его поменяю, чтобы эти колпачки мыть в чистом бензине. Вот такая вот тема. А, кстати, вот эту штуку еще не помыл. Сейчас засухарю все полностью, соберу, прикручу валы и, скорее всего, уже поставлю голову, померю зазоры, все перепроверю. Мотор будет накрыт, можно будет ставить маслонасос. Помпу я со своего мотора буду брать, потому что она у меня только одна. Поддон я вклею, у меня он есть. Ну и какую-то обвязку еще смогу накинуть. Завтра у нас подготовка к мероприятию 28 числа. Думал, поеду на чайзере, но чайзер не настроен. Поэтому поеду на Альтезе, просто постоим, так сказать, пыль стряхнем с машины. И уже она будет ждать вот этого вот сердца нового. Сразу назревает вопрос, почему меняем мотор в Альтезе. В конце сезона мотор подзадымил, заглянули эндоскопом в камеры, в камерах масло. Масло с маслосъемных колпачков. Маслосъемные колпачки за сезон просто износились, умерли, хотя они были оригинальные. Соответственно, можно просто поменять маслосъемные колпачки и поехать дальше, но я пошел по сложному пути. У меня был в зипе мотор, который нужно было собрать, обкатать, чтобы был в зипе. Я собираю этот мотор, полностью его обкатываю на Альтезе, настраиваю, и он будет для сливы, как я и говорил. Вот такой вот нелегкий путь я выбрал, но это во благо, потому что есть там пару нюансов, которые я не учел при сборке. Это, к примеру, болты я не отдавал в гальванику, они все позаржавели чуть-чуть. Какие-то вещи я не отдавал в порошок, какие-то вещи не отдавал в аквабласт, поэтому сейчас с новыми знаниями я могу собрать уже мотор, за который буду точно уверен. А тот пересоберем и будет зипов. Ну а самое главное, для себя хочу разобрать тот мотор и посмотреть, что там походило, что нет, в каком там все состоянии. Это очень интересно, потому что мотор я собирал там, по-моему, 2 года назад. Знания у меня были там не такие, как есть сейчас. Поэтому для себя, для экспириенса очень интересно, что там внутри. К примеру, маслосъемные колпачки, как вы можете видеть, точнее уже сейчас не можете видеть, видели, стоят Power Division. Выглядят они вот так. Соответственно, это уже идет не штат, а тюнинг. По понятным причинам стоят они, потому что потекли как раз таки на Альтезе они. Соответственно, мы от них отказываемся, ставим тюнинг. И так во всем. Потихонечку домываю голову. Сейчас покажу один момент, почему нужно мыть голову. Есть вот такие вот пятаки у GZ. И бывает такое, что при ланче они разбираются прямо в моторе в момент работы. Тогда становится очень плохо. Сейчас покажу, как они разбираются. Пятачок выглядит таким образом. Вот это толкатель, а сверху регулировочная шайба. И все это дело вместе толкает клапан. Вставляется он в голову, ну это все понятно. И вот здесь, вот в этом месте, очень часто скапливается грязь. На камере вряд ли вам будет видно, но поверьте мне на слово, там собирается грязь. Сейчас я помою последний пятачок и покажу, какой осадок в банке. Не знаю, камера передаст или нет. Вот там вот мусор на дне. Посередине черное пятнышко. Это вот как раз таки мусор весь. Сейчас я его примагничу на магнит. Скорее всего, камера не сфокусирует, но это мусор, который был на колпачках. И такого мусора в моторе очень много. На болтах, на вот этих вот всех деталях. То есть это все нужно по-хорошему вымывать. Там и без этого будет мусор, но если вы это не сделаете, то будет мусора еще больше. Вот так выглядит тряпка. Она была абсолютно чистая. Я ей просто протирал после бензина. Вернемся к толкателям. На турбомоторах они выполнены таким вот образом. У них есть шайба, которая регулирует зазор, и сам толкатель. Они разборные, чтобы можно выставить было зазор. Есть решение этой проблемы. Покупайте FSE головы. Там идут цельные вот эти вот толкатели. Они меньше весят, но их нужно очень много, чтобы подобрать зазор. Может повести с одного набора, а может быть и с 3, даже с 5. В
принципе, FSE головы не так дорого стоят, намного дешевле, чем если вы засахатите турбоголову. С FSE мотора колпачки ставить я сюда не буду, потому что мотор не планирую крутить, распредвалы у меня сток, и в принципе вся эта история живет. Но повторюсь, были случаи, когда с обычным стоковым мотором случалась такая проблема, что вылетала шайба, попадала под вал и здесь все ломало. Такое было. У меня такой проблемы не было, но предполагаю, из-за чего это могло быть. Если вы обратите внимание, то вот эта регулировочная шайба изношена, и на ней прям чувствуются на ноготь такие задиры. Это у нас 11-я. Также у меня 6-я тоже здесь побитая, очень сильно. И по-хорошему эти детали нужно поменять. Они стоят недорого, опять же, во всех головках Atmo GZ до FSE они были. Сейчас я их померю и заменю. Потому что если не заменить, шанс того, что вал случайно зацепится за какой-нибудь из задиров и просто вытолкнет эту шайбу отсюда и все. Дальше будет всем известный конец мотора, который нам не нужен. Еще информация, может быть кому-то будет она полезна. Вот эти вот с напылением это уже рестайл, а вот такие серенькие обычные без напыления это дорестайл. У Toyota с какого-то года пошло напыление износостойкое, вот они такие. Это без напыления, соответственно, старый год. Подбираю тут, короче, шайбы, последнюю осталось подобрать. Пришлось разукомплектовать Atmo набор. И хочу заметить, что на Atmo всего одна прорезь для того, чтобы шайбу вытолкнуть отсюда. Видимо, на заводе Toyota поняли, что шайбы вылетают. И чтобы минимизировать этот шанс, сделали только одну прорезь. Так как на турбо их две с двух сторон. На Atmo одна. Думаю, что с двух вылетает легче, чем с одной. Но это только мои догадки. Собираю сейчас голову. Прикрутил уже на мотор. Один вал помыл. Хотел запечатлить вот эта вот стружка алюминиевая. Это все было внутри вала. Вот то, что здесь сейчас есть. То есть, голову отдают как бери ставь, а на самом деле внутри, конечно, жесть. Понятное дело, что многие чистят, а многие просто так ставят. И потом вся эта стружка летит в маслонасос и задирает новый маслонасос. Сейчас буду этот вал мыть, все почищу, помою и покажу, что там есть. Чищу каналы с помощью брейк-клинера, постоянно так делаю. Трубочку загибаю и начинаю насыпать. То есть можно видеть, вон, примесь алюминия. Конечно, на видосе, наверное, плохо будет видно, но поверьте мне на слово, в валу есть примеси. Поэтому всегда мойте валы. Всегда. Да, в принципе, все надо мыть, когда собираете мотор, даже если его кто-то помыл до вас. Рабочий день окончен, очень сильно устал. Сегодня очень много работали, завтра воскресенье. Будет тренировка, поеду потещу чайзер. Хочу сделать прямой выхлоп на чайзере вниз на соревнования, а на обычные дни будет бочка. Чайзер разогнал, ничего не сделал с ним, чисто стоит, отдыхает. Завтра займемся плотненько перед тренировкой, сварю выхлоп, что-то подкручу и пойдем тренироваться. Антохин чайзер практически доделал, сегодня с ним очень много работы тоже провел. Осталось только поставить уши, ремни и можно выдавать. Еще, кстати, у нас обновка. Поставили холодильник, очень давно хотели, удалось купить, поставить. В прошлом году очень сильно не хватало холодильника, потому что мы здесь просто умирали, постоянно просили кого-то съездить в магазин, либо сами ездили. А сейчас у нас есть всегда холодильник под рукой, взял, охладился и работаешь дальше с кайфом. Все, увидимся позже, целая неделя будет работы и включения будет крайне редкие. А может и будут, не знаю, увидимся. Короче, у нас тренировки, народ катается, прошел дождь, потом опять солнце, потом опять дождь. Спортсмены все на месте, вот Леха спортсмен, тут ребятки, вот Абевич, Абака, они там на полном салоне нагрузились, вот еще один Абевич. Короче, откатали в целом тренировку, все хорошо, машина рулится, надо подкинуть проставки, потому что диск протирает и машина тормозится в углах. А так в целом все ок, без потерь сегодня, все хорошо. Сварил еще выхлоп, вон там видно, просто вниз, для того, чтобы было слышно машину, потому что на моей бочке, короче, ее не слышно и эффекта вау нету. Надеюсь выиграть за счет эффекта вау, что машина красивая, громкая, значит должна победить, наверное, я так думаю. Ну, в общем, без этого выхлопа было бы не очень. Поэтому сейчас отправляемся в бокс. В принципе, все, что надо было сделать, сделал. Остались мелочи и можно выступать. Уже в эти выходные у нас будут проводиться гонки. Я в них участвую, как я уже говорил. Если не говорил, говорю сейчас. Участников будет очень много, будут командный зачет. Мы едем я, Игореха и Игореха. Два Игорехи и Миха. Посмотрим, как проедем. Ну, а вы увидите чуть это все позже.
Так, на сегодняшней тренировке выявил то, что опять цепляется тяга за диск. Вот так вот диск мне набороздило. В целом ничего критичного нету. Все равно диски потом порошком красить, это все уберут. Здесь вот так. Ну а с этой стороны прям очень много диска. Вот можно видеть. Это все из-за того, что у меня диски стояли без проставок. Сейчас я поставил проставки 15 мм, плюс еще там, наверное, миллиметра 2. Сейчас должно все четко стоять ровно по арке и ничего не цепляться. Единственное, что может за крылья будет цепляться резина, но это не точно, надо потестировать. Либо в среду, либо в пятницу поедем тестировать. В пятницу 100%, в среду под вопросом. Посмотрим, как это все рулится, ну и поедем. Резина есть, настрой боевой есть. Сейчас последние штрихи доделываем и можно выезжать. Все, увидимся чуть позже. Всем привет, я на картодроме Змеинка, у нас в эти выходные этап, я в нем участвую. Но сейчас не об этом. Смотрите, что произошло вчера на тренировке. Асфальт просто откололся, ну уже давно откололся, и его просто вытолкали вот сюда. И здесь вот такой получается угол, прям ост. Сегодня заказали пацанов, которые приедут, нам здесь чуть-чуть подремонтируют все это дело. Покидаем чуть лопатой, потому что вот это вот вообще жесть. Как всегда, у нас какой-то факап происходит именно перед соревнованиями. Заявилось 9 команд и 39 участников на первый этап. Это просто жесть. Я не знаю, как мы здесь будем кататься, но будет топ-32. Соответственно, кто не пройдет квала, поедет домой. Ну и 32 будет на вылет. Сейчас размечаем трассу и едем готовиться. Послезавтра тренировка официальная и потом уже Саревы. Нахожусь сейчас на постановке. Вот здесь такой вот квадрат выделил. Уж очень он мне не дает покоя с начала сезона. И я очень сильно удивлен, как вот эти все камушки, можете посмотреть, их можно просто вытащить. Я не знаю, как они еще отсюда не вылетели. Если они отсюда вылетают, соответственно, это прям клип. Ну, то есть это прям клип, ты в него залетаешь и здесь оставляешь колеса. Пошире поехать не получится, поуже не попадешь туда. Поэтому это тоже одна из проблем, на самом деле. Если это случится в этапе, будет очень неприятно. Поэтому вот это нужно тоже будет заделать. Всем привет! Сейчас суббота, я на треке Змеинка, сегодня вечером тренировка. Вот так залатали это место. Сейчас оно сверху посыпано цементом чуть-чуть. Это для того, чтобы асфальт быстрее встал, так сказали технологи сделать. Все здесь хорошо, сейчас это все дело подвстанет. Ну и будем кататься. Понятно, что это временное решение, чтобы потом достелить бетона еще. Но в целом, как временное решение, очень даже хорошо. Ну, лучше, чем яма. Куски асфальта мы сейчас увезем. Еще мы заделали вон там зону и в центре.